Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется или что ведет к переменам? Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем подсказки карт на ближайшие дни, на ближайшее будущее и с чем это будет связано для вашего знака зодиака. Какие энергии нам раскроют карты. И вначале мы достанем 4 карты из колоды Ленорман. Что же скоро случится или произойдет? Какие сферы жизни нам раскроют карты? Достанем 4 карты. Каковы события ближайшего будущего? Что скоро будет происходить? Заглянем с вами таким образом в будущее. А, конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад о вашей личной истории не расскажет, увы. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы получите. И следующие карты. Ну, что скоро откроется или прояснится, что ведет к переменам. Возможно, это будет связано с неожиданностями. Достанем карту. Что вам нужно знать или что вам нужно услышать? Это как добрые события или в чем ваша сила? Что вам помогает? Следующую карту мы откроем. Дела, работа, бизнес. Это все то, что касается учебы или у кого-то документы, ваша работа, профессиональная деятельность. Следующее у нас финансы или деньги. Любовь, личная жизнь. Давайте будем узнавать. Что скоро произойдет, что будет, ну прямо буквально по судьбе. Когда у нас выпадает аркан крест, это еще и соответствует, посмотрите, тут 2 цифры, 6, и это у нас всегда по нумерологии как своеобразная победа. И есть 36, если мы сложим, мы получим 9. Правда, тут судьбоносные перемены. Это может быть связано с тем, что вы услышите какую-то новость, может быть решение одного из ключевых партнеров или внешние обстоятельства события так или иначе оказывают на вас влияние. Но можно смело сказать, какие-то судьбоносные, либо вы будете принимать решения, либо обстоятельства происходят в эти 10 дней на этой декаде, которые так или иначе оказывают на вас влияние. Вам приходится что-то учитывать. Иногда по этой карте мы понимаем, зачем нам пришлось преодолеть какие-то сложные периоды нашей жизни в предыдущий период, или зачем все это было нужно. Вот этот есть такой момент. Может быть, для кого-то из вас это будет по части личной жизни важные решения. Иногда по этой карте тоже это проходит. Но, наверное, мы все разные, поэтому и судьбоносность, она будет у каждого своя. Давайте посмотрим, что нам еще открывают. Карта, ведь правда, тут у вас решаться могут вопросы, которые в целом ведут к благополучию, стабилизации, ну, многих таких ключевых моментов в вашей жизни по аркану дерева. Дерево всегда уходит корнями вглубь, и это как и символ нашей защищенности. И правда, у кого-то личная жизнь, вопросы семьи, взаимоотношения, может быть, с родственниками. Мы укрепляем собственные позиции. Поэтому даже если вы слышите какую-то информацию, значит, каким-то образом вы можете ее применить на благо себе. Или пусть, мои дорогие овны, ну и события, которые для вас происходят неожиданно, или приходят какие-то новости, да, которые нас на первый взгляд могут так обескураживать, но все равно, значит, продолжение следует именно в том ключе, когда для вас будет открываться больше возможностей. Больше стабильности. Обе карты об этом. Может быть, какой-то предыдущий сложный период у вас как раз заканчивается, потому что аркан крест иногда говорит о том, что мы на чем-то ставим крест. Мы не хотим уже что-то продолжать. Мы что-либо завершаем, потому что четко понимаем, либо у нас нет интереса, он завершился, утратился, либо мы сами хотим обновления наших планов, или жизнь изменилась, и нам нужно принять какую-то реальность. Но уже говорит карта дерева, что каковы бы ни были события извне, для вас это сильная позиция. Но договариваться придется, мои дорогие, потому что по букету много общения, причем с людьми совершенно разными.
с теми, от которых никогда не знаешь, что от них ожидать. Вот, кстати, да, разные цветы в нашей корзине, в нашем букете. И поэтому будьте готовы к тому, что эмоциональное настроение у людей может быть переменчиво. И у вас самих где-то тоже это может быть. И тем не менее договариваться придется. Через диалоговую форму вы практически можете осуществить все. Даже сгладить какие-то острые углы. Или нивелировать минусы, которые, может быть, сложились прежде. Через общение, через взаимопонимание. Причем у кого-то это может проиграться общение с людьми на разных языках. Иногда эта карта символизирует, опять же, потому что разные цветы в букете. Но мы не пытаемся никого переделывать по этому значению аркана. Почему? Потому что позволяем, наверное, разным людям быть в нашей жизни. Или допускаем, что, ну, не все события внешние, они вообще от нас не зависят. Но даже если они нас где-то не радуют, мы их готовы принимать. Принимать какую-то реальность. Мы уже не беспокоимся, не переживаем, потому что какую-то перезагрузку мы прошли в предыдущий период. И здесь основная, наверное, цель себе не навредить. Это правда. Вот это дерево. Ваши планы должны развиваться. Все идет своим чередом. А людей в этот период и правда будет много. Как я уже сказала по аркану букет, так и сад. Это карта общения. Это карта контактов, это карта социума. У кого-то это будет означать, вы будете заняты тем, если вы, к примеру, имеете свой бизнес, то как расширить путем, может быть, каких-то публикаций, либо в мессенджерах, либо стать популярным, или продвинуть свое дело конкретно, свое творчество, или продвинуть свой профессионализм, опять же, через популярность, через общение. Само по себе общение, посмотрите на общение две карты, причем обе, как и сад, так и букет, говорит о том, что да, ты, Овен, будешь сталкиваться, ну, может быть, с такими персонажами, с которыми, ну, и не хотел бы ты с ними сталкиваться. И тем не менее, с разными людьми приходится находить взаимопонимание. И при этом, самое главное, беречь самого себя. Вот интересно, давайте откроем, что же скоро случится или произойдет, или как неожиданности. А вы знаете, вы действительно как на пороге перемен, но еще и от тех событий, которые происходят в вашей жизни, вы сами должны сделать выбор. У вас сейчас время возможностей, но вот этот выбор, или как 7 кубков, да, мы не можем сразу взять все 7. Нам предлагают взять только один. И ваша задача с чем-то определиться. В неожиданностях принять, может быть, ту реальность, которая сложилась. По 7 кубков, если мы говорим, что скоро произойдет, я не могу сказать, что здесь каким-то образом даже события, а события могут быть достаточно серьезные, потому что у вас выпадает аркан крест, нам уже сказали, есть и победа. Кстати, ее нужно удерживать, и поэтому какое-то метание или шатание, оно здесь вам не сыграет в плюс. И более того, 9:36 мы с вами сложили, это по нумерологии преддверие перемен, значит, перемены продолжатся. И поэтому, может быть, вот в эту эпоху перемен нам довелось в ней проживать, и вам нужно свои приоритеты четко обозначить. Вы не можете думать сегодня одно, точнее, вы думать можете, но заниматься или двигаться в нескольких направлениях не получится. Здесь нужно выбрать именно как основной какой-то фарватер. Остальное уже приложится со временем. Но на данный период, неделя, что скоро случится, здесь сами по себе идут события, они на вас не оказывают влияния. Но ваша задача извлечь для себя максимальную пользу, мои дорогие овны. Вот правда интересно, а с чем это связано? Что за выбор такой? Часто мы по 7 кубков ищем выход, и мы его находим. Иногда это может быть как спорный вопрос. Давайте раскроем, с чем это связано. Что скоро случится или произойдет. Вот смотрите, еще одна 7. Да вас останавливают, мои дорогие овны. Любая 7 – это некоторая пауза торможения. И говорят, Овен, ты не торопись. Иначе ты, если с места в карьер сорвешься, тебе сейчас важнее подмечать какие-то детали, нежели действовать активно. Дай событиям развиться, ну, до какой-то определенной точки. Они еще продолжаются развиваться. Вот ты сам по себе в переменах находишься,
Но это не есть, как ты что-то меняешь, а это какая-то сторонняя игра. И вы только участник, мои дорогие овны. Поэтому было бы преждевременно, ну, вот так вот сориентироваться на что-то и думать, что это как последний знаменатель. Нет, еще все точки над «и» вам только предстоит расставить. Поэтому не время выносить вердикты. С чем это еще связано, что скоро случится, произойдет. Вот правда, тут какое-то нетерпение свое. Ну, где-то причесать, успокоить самого себя, может быть, с самим собой договориться, потому что тут могут быть самые разные мотивы, когда мы не соглашаемся с людьми. Здесь могут быть и, безусловно, привычки у кого-то, что скоро случится, поэтому вредные привычки нам не должны осложнить жизнь. Для кого-то не торопись. Может быть и так. Здесь вы можете по 15-му аркану быть очень чем-то воодушевлены. Всегда идет искушение. Именно искушать вас могут, мои дорогие, неожиданно. Или предлагать вам что-то такое заманчивое. И вроде бы, да, нужно соглашаться, а вдруг я упущу. А все карты нам говорят, нет, подожди. Потому что тебе его будет важно не попасть в какую-то зависимость. Ну, я сказала про вредные привычки. И в то же время не попасть в зависимость от конкретного человека. Преждевременно на что-то не согласиться. Дать себе додумать какую-то тему. Дать время, может быть. Привести мысли в порядок самому себе. Я об этом уже говорила. Или не согласиться на какую-то тоже ситуацию, которая может быть как чужая игра, а вы примете эти условия на себя, подпишете какой-то важный документ, не успеете просчитать математически или узнать, как работает в отношении вас закон, а в последующем это вы можете оказаться в зависимой ситуации. То есть искушение определенно есть. Это первое. И то, что не торопиться, 2 семерки, это говорят второе. И все-таки аркан дьявол – это достаточно такой серьезный момент, когда мы можем поддаться эмоциям, а потом попасть в зависимую ситуацию или в какие-то качелеобразные отношения. Именно из-за того, что сила эмоций превалирует над силой, ну, где-то рациональности. Что же скоро случится? Вы знаете, вам может хотеться 6 пентаклей, карта финансового благополучия, во что-то вложиться. Вот правда? И у вас ведь выпадает 7 пентаклей. И может быть вопросы инвестиций. Вы бы и хотели расширить свой бизнес, вложить куда-то деньги, а карта говорит, ну ты сейчас вложишь, а потом неизвестно, скажешь ли ты себе спасибо. В тот период, когда все меняется, просчитать что-то наверняка невозможно. И 6 пентаклей, кстати, она говорит, не одалживай деньги. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Или денег не увидите, или увидите не скоро. Или, может быть, вы хотите вложиться в направление бизнеса. А кто знает, может быть, через какое-то время, опять же, обстановка, внешние обстоятельства разовьются до какой-то своей определенной точки. И для вас прояснится та картина, и вы в последующем скажете, эх, елки-палки, а зачем я в это вкладывался? Это направление, ну, оно не перспективно. Вы на данный период вот этой декады можете попросту чего-то не видеть. Определяться стоит, но, видимо, не торопиться. Просчитывайте что-то буквально. И иногда ведь 7 кубков у нас может быть, как, знаете, карта иллюзий. Так вот, значит, в неожиданностях, что скоро? Значит, будет у вас в эту декаду с 10 по 20 марта какие-то предложения, или вам могут встретиться люди, которые о себе будут рассказывать, ну, что-то такое, знаете, как вызвать жалость, например, сострадание. А вы люди открытые, и кто-то, зная ваш характер, на этом может пытаться играть. Тут действительно какая-то игра может идти. Поэтому никаких иллюзий. Вот вам о чем говорят карты. Что бы ни случилось, основная задача – сохранять самого себя. Вот поэтому такие карты у Ленормана выпадают. И кто знает, может быть, по аркану крест – это какая-то, ну, знаете, как проверка на прочность. Или какой-то жизненный экзамен. Выдержишь ли ты вот это испытание, Овен, искушением? Или где-то соскользнешь на эмоции. Поэтому храните терпение, мои дорогие, даже если от слова терпение кровь в жилах закипает. Ну, давайте мы узнаем, что же тогда скоро откроется. Или что вам будет помогать. Опять же выбор, понимаете?
С одной стороны, сепарация – это иллюзия, выбор делать придется. И мы говорили, но, может быть, подожди с этим выбором. Здесь нельзя, это старший аркан. Выбор вы все равно сделаете. А старший аркан говорит о том, что внешние события, опять же, на вас влияют. И это все то, что я только что сказала. Дайте ситуации развиться до определенного пункта, точки или проясниться, может быть. Соберите о ком-то или о чем-то информацию, перепроверяйте, потому что может быть на кону как ваше благополучие. Здесь нельзя просчитаться, хорошо. Так что же скоро откроется? Может быть, по части вот этого как раз выбора и откроется какая-то тайна? Десятка кубков. Но я бы сказала, вот если в позиции, что скоро откроется, здесь могут открыться какие-то вопросы по части вашей личной жизни, хотя десятка кубков – это, знаете, поддержка вашей семьи. Или, кстати, карта может говорить о том, что если мы в позиции, что вам помогает, может быть, есть супруг, супруга, или кто-то из родственников, ближайших друзей, из тех людей, которые вас любят, к вам относятся искренне. Они вам будут давать дельные советы. Вот если вы стоите словно на перепутье и не знаете, правда, согласиться вам на что-то, или вам предлагают, ну, что-то такое больно заманчивое, ну, проговорите эту тему с доверительным лицом, который действительно у вас вызывает уважение, правильное восприятие, и вы понимаете, человек свободен от какого-то меркантильного интереса, то тогда вы сумеете прояснить для себя многие жизненные позиции, ситуации, информацию или какую-то неразбериху, которая будет связана через общение или через людей, или какие-то заманчивые предложения. Вы с чем-то все равно останетесь довольны. У вас сейчас сильная позиция, и кто знает, сохраняйте деньги, сохраняйте ваши отношения. Ну, я могу сказать, например, вы ведь, мои дорогие овны, можете услышать какой-то и негатив, кстати. И по семерке кубков тогда вам будут говорить, это вранье, это иллюзии. Может быть, кто-то хочет навредить конкретной. Пусть это не для всех проиграется, но я такое могу допустить. У вас выпадает карта влюбленной и десятка кубков. Очень добрые карты. И вот кто-то сознательно, опять же, чужая игра. Кто-то может наводить тень на плетень. Иными словами, какую-то нечестность, допустим, по поводу вашего партнера. Или какую-то неправдивую информацию вам может нарочито вкладывать в уши буквально, чтобы, ну так, изменить направление, ход ваших мыслей. И вот вам нужно все расставить по местам. Поэтому, может быть, и не поддайтесь искушению. Вот этот дьявол может, кстати, говорить о том, что опасная компания, кстати, мои дорогие. А на первый взгляд люди могут выглядеть очень даже такими добропорядочными. Поэтому вы не имеете права на ошибку. Сохраняйте сами себя. У вас сильная позиция, но ваша основная задача – сохранить эту победу и сохранить себя в период перемен. Можно это рассчитывать или расценивать как жизненный экзамен на терпение, выдержку и настойчивость. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес, профессиональные достижения, семерка мечей и еще опять же одна семерка. Ну вот настойчиво карты говорят, ты не торопись. Здесь будет важно забрать свое. И еще это у нас карта вора. И где-то любая тема, которая будет связана с вашим бизнесом, с вашей работой, или и пусть это будет какая-то многозадачность, или, знаете, много информации. Здесь нужно все расставить по местам. И тут действительно может присутствовать фейк, обман. И, кстати, берегите себя сами. Не переходите по мутным ссылкам. Будьте внимательны и к деньгам тоже. Перепроверяйте, если вы получили на свой Gmail, откуда к вам пришла, с какого адреса эта информация, корреспонденция. Что за человек? Не поддавайтесь импульсу, может быть, нажать на какую-то ссылку. Это тоже будет важно. Пусть это поначалу выглядит, ну, более чем убедительно, поверьте. Просто поверьте моему опыту. Вы понимаете, если я веду YouTube-канал, я едва ли не ежедневно получаю не один такой фейк. Их очень много. И в последующее время, я так предполагаю, этот фишинг, к сожалению, он процветает. Храните себя сами. Потому что вы для кого-то, может быть,
будете очень привлекательными. Может быть, человек или чувствует вашу ресурсность, мои дорогие овны. Самому себе не помешать, не повредить, не навредить и сохранить самого себя. Помните, в наше сложное время это искусство. И вот этим искусством вам все карты предлагают овладеть в течение этих 10 дней. Поэтому, подписывая документы или на что-то соглашаясь, перепроверяйте все то, что вы слышите, все то, что говорят люди. Будьте хладнокровны и невозмутимы, и не торопитесь. Деньги. Жрица. И снова нам карты продолжают всю ту же тему, которую начали практически Ленорман карты. Жрица – это независимого человека карта. Это та, которая умеет хранить молчание. Это, если мы переведем на деньги, это ваша заначка, мои дорогие овны. Или это та сумма, которую никто не знает. Это когда вы себя ведете несколько скромнее даже к себе, не привлекая внимания, чтобы никто, может быть, не догадался уровня вашего дохода. Значит, совершенно разные ситуации. У кого-то через личную жизнь, через какие-то, неправдивые новости, информацию или заведомый фейк. Вам могут люди говорить, разным путем доносить, или вас могут на что-то склонять, уговаривать. Может быть, это по части работы. Вы где-то и сами можете соскользнуть на разного рода желания. Но по аркану жрица мы храним молчание. Мы храним сами себя. И нам придется совершить вот этот маневр, отступать полшага назад, и будет нам помогать молчание дважды по части финансов, потому что мы сумеем уйти от опасности или сумеем вовремя отказаться от чего-то. Поэтому, мои дорогие, вот все то, что может быть вам, как в помощь, или как добрые события, или то, на что вы можете опереться, это проверенные люди и какая-то неспешность. Я даже не могу сказать, мои дорогие овны, что вы открыты миру в эту декаду, в эти 10 дней. И карта жрица нам где-то об этом говорит. Слушайте свою интуицию. Нам тоже об этом говорят. Храните о себе тайну. И вы в последующем себе скажете спасибо, это правда, в личной жизни. Туз жезлов. Туз жезлов – это всегда наше решение. Это точно есть какая-то информация, поэтому и это выпадает пусть на личную жизнь, не совсем жезлы – это скорее не любовь, а информация, которая касается документов, дел, может быть, и денег. У кого-то может и переплетаться и дела, и документы, и деньги, и личная жизнь. Почему нет? Это важные решения, которые так или иначе в какой-то плоскости благополучия или материализма находятся. И это часто карта свидетельствует об информации тоже. И здесь буквально есть как если была какая-то задвоенность информации или была неопределенность. Мои дорогие овны, все встанет на свои места. Если вы не срываетесь с места в карьеру, куда-то не спешите. Где-то, может быть, в первые дни декады вы слышите новости или к вам приходят какие-то сбивчивые сведения. Поверьте, шаг за шагом, день за днем ситуация проясняется. Вы надолго не останетесь в подвешенном как будто состоянии. Или сами вы найдете информацию, или каким-то образом обстоятельства будут дополняться, развиваться или продолжат свое развитие. В конечном итоге действительно все встает на свои места. И для вас больше определенности и больше ясности. А еще и по тузу жезлов это мы понимаем, как нам нужно действовать, или какие последующие, или первые шаги мы должны осуществить. В итоге, прежде чем мы сумеем в этом 3D-измерении увидеть реальность, не стоит торопиться с чем-то, потому что дайте пространству помочь вам, или позвольте себе самому не навредить, сохранить себя и сдать, если это уже так вы сталкиваетесь, как через людей или через обстоятельства жизни, вот с этим экзаменом жизни, то значит его нужно пройти как-то очень красиво и элегантно. И самое главное, наверное, это ваши близкие, это ваша любовь. И карты говорят о том, что у вас может быть, знаете, как
теплый уютный дом, и взаимопонимание с теми людьми, которые вам и любимые, и дороги. Есть в вашей жизни что-то очень такое теплое, душевное, и в эти 10 дней именно этому самое правильно уделять внимание. Оставьте, наверное, тем событиям, которые стремительно пытаются нашу жизнь перевернуть с ног на голову, идти своим чередом. Сохраняйте сами себя и своих любимых.